Здравствуйте, дорогие ребята! Мы снова во Всемирной картинной галерее. И я, тетушка Сова, расскажу вам сегодня о картинах удивительного русского художника Бориса Кустодиева. И, конечно же, вас ждет веселая сказка о капризной купеческой дочке и хитром буфетчике Степане. Готовы? Тогда я начинаю. Борис Кустодиев родился 23 февраля 1878 года в Астрахани. В сухих и ветреных степях прошло его детство. Кустодиев рисовал и портреты известных людей, и иллюстрации к книгам русских писателей Пушкина, Гоголя, Некрасова. Но главную часть своего творчества Кустодиев посвятил России. Он рисовал купцов и крестьян, сильных, здоровых, веселых людей. В родном степном краю он познакомился с настоящей народной жизнью, шумными многолюдными ярмарками, гуляньями, балаганами. Именно поэтому его картины легко узнать по ярким теплым краскам, по настоящей живой радости, по удивительной любви ко всему русскому. Последние 10 лет жизни художник тяжело болел. Он не мог даже стоять и ходить, но ему очень сильно хотелось рисовать. Холсты художник устанавливал так, чтобы можно было работать лежа на спине. Самое поразительное, что в картинах его невозможно найти грусти, печали и тоски. До последнего дня он работал и старался, чтобы его картины дарили людям только тепло и веселье. Давайте же и мы, ребята, окунемся в великолепный пестрый праздник его картин. Сказка наша началась не близко, не далече, не давно, не недавно, а в некотором столичном городе на исходе дня, когда солнце уже висело низко-низко и было похоже на расплавленную монетку. В одном из городских трактиров собрались купцы, все сплошь люди бородатые, уважаемые да деловые. Пили они ароматный чай из фарфоровых блюдец с сахаром в прикуску, нахваливали трактирщика и вели между собой свои купеческие разговоры о ценах на китайские шелка, о новых налогах, о торговых путях в сказочную Индию. Так между делом зашел разговор у них о семье, о детях. И самый уважаемый, самый богатый купец с самой длинной бородой начал вдруг жаловаться. Мол, есть у него дочура Машка, красавица, умница, веселая, мастерица крестиком вышивать и танцы танцевать. Вдруг прознала Машка про заморское чудо – шоколад, да закручинилась. Хочется ей до смерти попробовать этого дива. Купец бы и сам отправился за ним хоть на край света, да только все его корабли сейчас в разъездах. Посочувствовали купцы его печали, да только сами помочь не могли. Зимой в ту сторону ни одно торговое суденышко не отважится пойти. А в том трактире служил буфетчик Степан, малец хитрый и удалой. Услыхал о беде купца, шепнул ему на ухо, что есть у него тетка в другой губернии. Готовить гораздо, пальчики оближешь. Наверняка не хуже заморских поваров шоколад сварганит. Купец от радости прослезился, расцеловал Степана в обе щеки, отсчитал ему 100 целковых на дорогу до тетки обратно и стал с нетерпением ожидать возвращения.
Степан решил не терять ни минуты. Пошел на пристань и нанялся матросом на кораблик, уходящий вниз по реке. Это было так прекрасно плыть на маленьком корабле, чуть покачиваясь на прозрачных речных волнах, мимо удивительных красот родного края. Вот весенние запруды, в которых отражаются облака и белокаменные церквушки на холмах. Вот деревушка посреди березовой рощицы, в которой слышится пение птиц и веселый детский гомон. Вот бескрайние поля, на которых трудятся работящие деревенские парни и девушки, напевая свои веселые, жизнерадостные песни. Именно среди таких полей и вырос наш художник Борис Кустодиев. Девушки и парни скоро скрылись с глаз, но Степан еще долго слышал отзвуки пения. Внезапно потемнело небо, налетела гроза, подул сильный грозный ветер. Корабль Степана носило из стороны в сторону. Но весенние грозы так же кратки, как и внезапны. И вот уже снова засветило ласковое солнышко. В синем, как васильки небе, на перегонки с кораблем плыли легкие белые облачка, а от земли протянулась ввысь радуга-дуга. Наконец корабль Степана причалил у пристани маленького городка, в котором жила тетка. Отправился Степан прямиком к ней в голубой домик, стоящий в тени вязов и акаций. В доме этом всегда были рады гостям, поэтому Степана встретили радушно, с распростертыми объятиями. Степан рассказал все тетке, мол, так и так, помочь надо. В накладе не останешься, купец богат, а платит с лихвой за спокойствие своей сладкоежки-дочуры. Тетка смекнула, что дело выгодное, что никто этого чоколада в глаза не видывал, и вмиг состряпала из меда, орехов и разных груш и яблок такую сладость, что пальчики оближешь. Даже королям и королевам подавать не стыдно. Пробыл Степан в гостеприимном голубом домике до самой осени. Когда листва на деревьях стала золотой, опомнился и, сердечно попрощавшись с теткой, отправился в обратный путь. Посмотрите, ребята, какие яркие краски на этой картине, как в жизни. А купец-то уже заждался его возвращения. Сразу с дороги повел Степана к себе домой. Машка от радости и плясать стала. Ест теткин чоколад, нахваливает. Купец от радости выписал для Степановой тетки шелков китайских и ковров персидских, чтоб было чем подруг удивлять. А Степана сделал своей правой рукой. Был буфетчик Степан собой молод и пригож, а послужив на корабле матросом, возмужал еще более. Влюбился он Машке сильно-сильно, так что сыграли свадебку вскоре, да с таким размахом, что еще месяц по всему столичному городу пересуды вели. И только Степан стал жить припеваючи, Машка к нему: «Хочу, муженек, мурмеладу заморского, вынь да положь». Тут начинается совершенно другая история, а наша к концу подошла. А рассказать ее нам помогли картины замечательного художника Бориса Кустодиева. Впереди нас ждут еще очень много новых встреч и знакомств во Всемирной картинной галерее. А сегодня пришла пора попрощаться. До свидания, ребята!